По всем меридианам и широтам, через 11 часовых поясов, прошагал по нашей стране всенародный праздник – День выборов в Верховный Совет СССР. Washington, the families of these men asked Congress to halt all trade with the Soviet Union until the Soviet Union pressures Hanoi into accounting for the MIAs. Scott Albright, Executive Director of the National League of Families of American Prisoners and Missing in Southeast Asia, testified today before the Senate Foreign Relations Committee. Очнувшись от 200-летнего сна, ты понимаешь, лучше бы не просыпался. Апокалипсис не несет ничего хорошего, но только в таких условиях возникает настоящая дружба. Все было прекрасно и хорошо, пока стрелки на часах жизни не стали обратным отсчетом. N Foundation представляет история жанра антиутопия, акт 2, глава 1, осколки прошлого. Got to get him out of here. He's not ready. We'll never make it. You've got to get him ambulatory, whether he's ready or not. Немного хорошего юмора никогда не повредит. На самом деле, будущее — это не летающие автомобили, не виртуальная реальность и бесконечные джетпаки. Будущее — это всеобщий идиотизм. Именно об этом и говорит фильм «Спящий» режиссера-комика Вуди Аллена, премьера которого состоялась в конце декабря 1973 года. Обычный парень в роли попаданца оказывается в центре бурных событий, разворачивающихся спустя 200 лет после собственной заморозки. Завязка сюжета, безусловно, отсылает нас к классическому научно-фантастическому роману Герберта Уэллса «Когда спящий проснется», первая редакция которого вышла в конце 19 века. В общем, наш герой Майлз Монро с помощью подполья должен выяснить назначение проекта Эрис и свергнуть престарелого диктатора. Channels fully a week ago, don't you believe? Dr. Monroe, gentlemen, this really is getting very difficult, gentlemen. If he's convulsing, it could be dangerous. Please leave us alone so we can complete our work. Комический эффект в этой картине достигается двумя способами. Первый — это, конечно, противопоставление образа и уклада жизни американских 70-х и деградировавшим осколком Соединенных Штатов в 2170-х. Остроумные диалоги, написанные Вуди Алленом в сотрудничестве с Маршалом Брикманом, не только изумительно точно раскрывают глубину падения общества будущего, но и выполняют свою основную задачу — вызывать смех у зрителя. Конечно, через разговоры между персонажами автор сатирически отзывается и об актуальной на тот момент времени культуре, событиях и власти. Следующий прием создания комедии есть не что иное, как огромная отсылка на великих кинокомедиантов прошлого. Бессмертные работы таких мэтров абсурдистской комедии, как Гарольд Ллойд, Чарли Чаплин, Бастер Китон и братья Маркс, угадываются как в самих комедийных приемах, использовавшихся в первой половине 20 века, так и в самой постановке событий на экране. Эстетика футуризма 50-х выбрана, кажется, тоже совершенно не случайно. Именно так и видели будущее писатели времен старых комедиантов. Но для первой половины 70-х, когда произошли основные космические завоевания в реальности, а в кино стандартами будущего уже стали «Космическая Одиссея» или тот же THX 1138, которые, кстати, активно цитируются в самом «Спящем», эстетика, выбранная Вуди Алленом, уже тогда могла подпадать под понятие ретро-футуризм.
Интерпретировать это также можно не только как дань культуре того времени, но и в ключе того же бесконечного идиотизма, который пропитал население будущего. Resistors to mind reprogramming will be exterminated for the good of the state. What kind of government you guys got here? This is worse than California. Роль человека из прошлого, Майлза Монро, сыграл сам режиссер Вуди Аллен. Единственным преимуществом эксцентричного кларнетиста, не обладающего никакими качествами для вооруженной борьбы с диктатурой, оказывается только то, что он никак не идентифицирован тотальным государственным контролем. Что же до самого перформанса именитого комика, Аллен безупречно исполнил роль смешного недотёпы, оказавшегося ключевым элементом восстания. Напарницу по неволе, популярную в узких кругах поэтессу будущего Луну Шлоссер, сыграла Дайан Китон. Сотрудничество их дуэта началось еще в 1969 году, когда Аллен поставил спектакль «Сыграй еще раз, Сэм» на Бродвее. В 1972 году они вместе появились на большом экране в экранизации пьесы. А после «Спящего» уже в 1975-м вернулись с фильмом «Любовь и смерть», комедии о русских аристократах времен наполеоновских войн. Главный успех их дуэта случился спустя 2 года. В 1977-м в кинотеатрах Соединенных Штатов с оглушительным успехом прошел оскароносный шедевр «Энни Холл». За работу над этим фильмом Аллен получил статуэтки за режиссуру и сценарий, который также написал вместе с Маршалом Брикманом, а Китон стала лучшей актрисой года. Сама картина забрала главный приз церемонии. The winner is Diane Keaton and Annie Hall. I'm very honored to have been nominated with actresses like Jane Fonda and Shirley MacLaine and Anne Bancroft and Marsha Mason. This is, something. Anyway. The air until tomorrow morning. Our leader wishes you all a pleasant good night. «Спящий» также стал успешным фильмом, собрав в 9 раз больше своего бюджета. Критики также рукоплескали Аллену за мимолетное возвращение в эпоху шутников немого кино. А сама идея о дураках будущего найдет свое продолжение в фильмах вроде фантастического боевика «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне, телефильма по рассказу Курта Вунигута «Харрисон Берджерон» или комедии «Идиократия». Вуди Аллен говорит нам о том, что в будущем не будет полетов в глубины далекого космоса и колонизации планет. Будет все тот же старый, добрый, но безумно кровавый идиотизм, от которого многие устали уже сегодня. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки показали всему миру силу ядерного оружия, а последовавшая за ними холодная война и пропаганда закрепили страх перед возможным глобальным конфликтом. Рефлексия на тему будущего апокалипсиса и жизни после захватила умы многих писателей и кинематографистов. Волна фильмов на ядерную тематику началась еще в 50-х. Развитие идей которых мы наблюдаем в картине «Парень и его пес» 1975 года за режиссурой актера Джастаса Маккуина-младшего, более известного под псевдонимом Л.К. Джонс. Финансирование найти не удалось, поэтому Джонсу пришлось самому найти $400 тысяч через друзей и знакомых, основав независимую компанию LQ Jeff Productions. Деньги могли бы и найтись, если бы постановкой картины занялся бы режиссер классического вторжения похитителей тел и грязного Гарри Дон Сигел. Он был заинтересован проектом, но Джонс сам хотел срежиссировать фильм, поэтому пришлось опираться только на свои силы. World War III. Hot and cold
from June 1950 to March 1983, when the Vatican Armistice was signed between the Eastern and Western blocs, a total of 33 years. Основой произведения стал одноименный рассказ Харлана Эллисона, вышедший в 1969 году. Казалось бы, жизнь после конца света не может быть яркой и солнечной, но экранизация смотрит на это с другой стороны. Человечество умеет выживать даже в самых экстремальных условиях. 2024 год. Ядерная война забыта, но потребности людей остались неизменными. Сюжет фильма происходит в постядерной пустоши, где молодой парень Вик и пес-телепат Блад сообща пытаются выжить и находить нужные для себя ресурсы. Фильм представляет собой в первую очередь черную комедию. Юмором здесь пропитано все. Отношения главных героев, гротескные рейдеры, социальное устройство внешнего мира, напоминающее скорее сборище мусорщиков возле свалки. Но есть и альтернатива на просторах пустоши. Глубоко под землей, в одном из убежищ, остались осколки потерянной довоенной цивилизации. Ультраконсервативный город Топика бережно хранит культуру и традиции Соединенных Штатов 50-х годов. Now, World War IV lasted 5 days, just long enough for the final missiles to leave their silos on both sides. What's left? Столкновение двух чуждых друг другу миров является центральной темой фильма. С одной стороны Вик, соло, одиночка, отрицающий всякую мораль, обладающий абсолютной свободой и мечтой найти мифические зеленые земли. С другой — патриарх Топики Лу Кредок, властный, холодный бюрократ, продолжающий воспроизводить весь архаичный театр абсурда, происходящий в городе. Впоследствии у Вика появляется возможность свергнуть власть старейшин и изменить положение дел. Но он отказывается, так как это противоречит его ценностям и образу жизни. Роль скитальца исполнил молодой Дон Джонсон, впоследствии ставший одним из самых популярных актеров 80-х из-за роли полицейского Сонни в сериале «Полиция Майами». Также его можно увидеть в тарантиновском «Джанго освобожденный» в роли владельца плантации Спенсера Веннета. Роль Вика принесла Джонсону премию «Сатурн» за лучшую актерскую игру в фантастическом фильме и дала первоначальную популярность артисту. No infection. He's well-developed, reasonably well-nourished. Intelligent average, emotional response is simplistic. Главного антагониста воплотил в себе Джейсон Робертс, обладатель уникального рекорда премии «Оскар» как победитель в 2 номинациях на роль второго плана подряд за фильмы «Вся президентская рать» и «Джулия». То есть Робертс получил это достижение через 2 года после премьеры «Парень и его пес». Последней ролью актера стал персонаж Эрл Патридж из отличного фильма «Магнолия», поставленного одним из выдающихся постановщиков современности Полом Томасом Андерсоном. Озвучить пса-мутанта Блада мог обладатель премии «Оскар» легендарный Джеймс Кэгни, но от этой привлекательной на первый взгляд идеи пришлось отказаться, ввиду того, что слишком известный голос, можно сказать, оттенит саму личность Блада. В итоге роль досталась Тиму Макентайру. «Парень и его пес» удостоились премии Хьюго за лучшую драматическую постановку в 1976 году. Стиль, эстетика и общее настроение картины предопределили развитие жанра постапокалипсис не только в кино, фактически создав мир Безумного Макса, но и в игровой индустрии, став источником вдохновения для создателей Fallout, одной из самых важных RPG-франшиз в истории компьютерных развлечений. And I have the envelope, and the winner is Jason Robards in Julia.
Sandmen always renew, I know. But you don't know, you just assume. 1 for 1. What everyone's been taught to believe. 1 for 1. Well, why not? That's exactly how everything works. После неоднозначной экранизации романа Оруэлла 1984 1956 года, режиссер Майкл Андерсон поставил 15 фильмов различных жанров, от комедий до шпионского неонуара. 16-м проектом стала экранизация научно-фантастического романа «Бегство Логана» 1967 года. Примерно в мае 1975-го начались съемки фильма по сценарию соавтора «Соломенных псов» Дэвида Гудмана. Сюжет картины повествует об изолированном от внешнего мира обществе. Под защитой геодезических куполов они построили систему изобилия, вечной молодости и полного удовлетворения. На страже безопасности выступает каста полицейских — Сэндмены, во главе которых стоит суперкомпьютер. Главная цель любого Сэндмена — это охота за так называемыми беглецами. Система распределения рассчитана строго на стабильную популяцию, поэтому каждый человек, который достиг 30-летнего возраста, обязан пройти ритуал перерождения. Беглецами становятся те, кто отказывается от обряда и решает покинуть пределы города. Входя в десятку самых дорогих фильмов 1976 года с бюджетом в $9 миллионов, «Бегство Логана» отлично передает дух фантастики 70-х годов. Действие фильма происходит в 2274 году. Это означает, что съемочной группе пришлось полностью создавать визуальный мир картины самостоятельно. Главная роль полицейского Логана 5 досталась британскому актеру Майклу Йорку, показавшему свой талант в легендарном фильме «Кабаре» 1972 года. Его персонаж под давлением обстоятельств сам проходит путь беглеца, что полностью меняет мировоззрение и намерения Сэндмена. Йорку удалось показать и детскую наивность Логана в начале пути, так и отлично передать мужественность и крик отчаяния ближе к финалу картины. Ричард Джордан исполнил роль друга и напарника Логана, прямолинейного, но верного товарища Фрэнсиса 7. Главной проблемой Фрэнсиса в сюжете является конфликтующая клятва. Он связан крепкими дружескими узами с Логаном и старается спасти его от, как ему кажется, безумия и вернуть жизнь на круги своя. Причем, даже когда главный герой начинает совершать преступления против системы, вера в дружбу Фрэнсиса не ослабевает, хотя его долг, как Сэндмена, устранить угрозу в виде взбунтовавшегося полицейского. Мостиком между бунтарем и организацией сопротивления оказывается молодая девушка Джессика 6, роль которой исполнила Дженни Эгатер. В отличие от Логана, она гораздо лучше понимает порочность общества, в котором живут герои. Питер Устинов, лауреат премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в кубриковском «Спартаке» 1960 года, сыграл чудаковатого старика, единственного человека, который встречается героем вне куполов. Олицетворение старого мира, учитель поневоле, способный вернуть прежний образ жизни новому поколению, отравленному праздным, гедонистическим существованием и привыкшему подчиняться воле расчетливого суперкомпьютера. Question. My life clock. Retrogram complete. Proceed 03303. Музыкальное оформление для мира 23 века создал многократный номинант на премию «Оскар» композитор Джерри Голдсмит. Прекрасное сочетание классического электронного звучания и оркестровых мелодий идеально подчеркивает атмосферу и захватывающий дух фантастики 70-х.
Автор получит свою статуэтку в 1977-м за саундтрек к культовому хоррору «Омен», а после напишет музыку для таких известных проектов, как «Чужой» Ридли Скотта, «Первая кровь» Теда Котчефа, «Гремлины» Криса Коламбуса и многих других. На той же 49-й церемонии награждения премии «Оскар», где Голдсмит получит свою статуэтку, «Бегство Логана» номинировался на лучшую работу художника и операторскую работу, но получил за лучшие спецэффекты, разделив награду вместе с ремейком легендарного Кинг-Конга 1933 года за авторством Дина де Лаурентиса и Джона Гиллермина. And here are the men who worked the miracles in the world of tomorrow. Lenwood B. Abbott, Matthew J. Urisic, and Glenn Robinson for Logan's Run. Также фильм собрал в свою копилку 6 премий «Сатурн», в том числе лучший научно-фантастический фильм года. Еще одним интересным достижением стало первое использование голограммы актера в истории кинематографа. First thing we see is on stage 15. It's an eerie, three-dimensional hologram of Michael York, the star of Logan's Run. Майкл Йорк приезжал в Сан-Франциско в компанию Multiplex, чтобы перенести эту технологию на большой экран. «Бегство Логана» собрало $25 миллионов на территории США и Канады, тем самым удержав компанию MGM на плаву, позволив ей расплатиться по своим обязательствам с кредиторами. There are also imaginative rooms and devices that make up this future world. These immensely creative sets are part of the headquarters for the Sandmen. Michael Anderson, the director of Logan's Run, also did Around the World in 80 Days. Now he tells of the problems he faces in setting the look and feel of the 23rd century for his new movie. And this is the outfit that Michael York will be wearing. Runner, follow the corridor with the pipes overhead. The way is always down. Then this isn't Sanctuary? No. Новая культурная эпоха идет вслед за техническим прогрессом. Старые запреты уходят, оставляя авторам безграничные возможности для реализации своих талантов. Расцвет нового Голливуда, альтернативной музыки и начало эпохи летних блокбастеров, а также формирование жанра хоррор таким, каким мы знаем его сегодня, определили развитие киноискусства вплоть до наших дней. Золотая эпоха развития человечества, кажется, продлится совсем недолго. За это короткое время придется найти свое место под солнцем. Пока вас еще не заморозили, вам не приходится выживать под ядерным пеплом, и срок жизни не ограничен законодательно, у вас все еще есть шансы. N Foundation. История жанра антиутопия. Акт 2. Глава 1. Оставайтесь на связи, все ссылки в описании. Примерно лет 20 тому назад здесь будто бы упал метеорит. When he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, he said he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone.